90-е годы прошлого века – время церковного возрождения, активного возвращения части русского народа в лоно церкви. Множество храмов возвращалось православной церкви, росло количество православных приходов, начали создаваться православные братства и сестричества, православные патриотические фонды, всевозможные общества и другие церковные и околоцерковные организации. Вообще братство возникает в тот отрезок истории, когда церковь испытывает трудности. То есть активные миряне берут на себя труд, желая помочь церкви. Самая эта помощь может быть разнообразна. Православное братство священномученика Гермогена было создано в августе 1993 года группой единомышленников, которые хотели служить России и церкви, содействовать их скорейшему возрождению, помогать ближним зарабатывать честным трудом себе на жизнь. Небесным покровителем братства был выбран великий светильник веры и настоящий патриот своей родины, отдавший жизнь за объединение и сохранение Руси, священномученик патриарх Гермоген. Сам патриарх Гермоген, он мне очень близок, потому что мой родственник, будучи настоятелем Успенского собора Кремля еще до революции, он готовил материалы к прославлению святителя Гермогена. И был прославлен святитель Гермоген в начале 20 века, и даже было решение поставить ему памятник. Но эта затея смогла осуществиться вот только через 100 лет. Святитель Гермоген в моей жизни очень такую играет роль. У меня всегда дома была его икона. И, в общем, я прямо с детства знал его житие. Всегда это меня трогало, его и мужество, что когда вот все бояре готовы были присягнуть изменнику Лжедимитрию, патриарх Гермоген остался верен и православию, и просто истине. Вот, что прославило его имя в веках, и в истории Руси вписано золотыми буквами. Практически с начала своего существования братство располагалось при восстанавливающихся храмах Москвы, содействуя по мере сил как восстановлению самих храмов, так и их приходской жизни. Первая церковная лавка братства была открыта при храме Святой Троицы на Шаболовке в 1993 году. В 1998-2000 годах братством были открыты церковные лавки, которые действуют и поныне. В часовне храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках и в храме часовни Бориса и Глеба на Арбате, часть доходов от которых идут на восстановление и поддержание этих церквей. У нас представлены товары, которые производятся именно в нашем братстве. Это лампадное масло, ладан, кадильный уголь и многое другое. И хочу отметить, что этот товар у нас пользуется спросом и хорошим отзывом, потому что все это высокого качества. Кроме как церковная лавка, она еще называется лавка православных подарков. Мы всегда стараемся, чтобы каждый день, который отмечается праздник, имелись книги, иконы этого святого. В то же время мы, как миссионеры, должны рассказать о жизни этого святого. И если приходят люди несовершенно приближенные к церкви, здесь они могут получить интересную информацию и помощь какую-то. Поэтому к нам обращаются, и мы стараемся помочь им. Поэтому, пожалуйста, приглашаем в наши лавки, приходите, будем очень рады. Также братство приняло посильное участие в строительстве новых храмов, связанных с его небесным покровителем.
Это храм священномученика Ермогена в Гальяново и храм в честь Казанской иконы Божьей Матери с пределом священномученика Ермогена в деревне Топорково Московской области. С самого момента строительства временного храма в 2013 году сотрудники Братства священномученика Ермогена принимали активное участие в строительстве. Они молились и под дождем на молебнах, и в мороз, и в холод. Также они сами принимали активное участие и в самом строительстве. Не забывают братство и о финансовой помощи православным учебным заведениям. Под его патронажем находится православная Николо-Хамовническая гимназия и православная гимназия «Свет» при храме святого Митрофания Воронежского. Братство святителя Гермогена существует уже лет 25. Из них 20, но опекается нашим приходом. И братство на протяжении 20 лет помогало нам. И с гимназией, и с детскими домами. Одним из направлений деятельности братства является издание книг. В конце 80-х годов не было литературы, естественно, она не продавалась, и это дело преследовалось. Я занимался так называемым самиздатом религиозной литературы. Этот процесс был достаточно рискованным. В начале 90-х, когда все это стало легализовано и разрешено, было решено создать уже братство священномученика Ермогена, которое бы не занималось никакой политикой, а занималось бы просвещением, то есть той темой, которая возникла еще в советское время. Совместно с издательством «Православная энциклопедия» в 1998 году была издана книга «Патриарх Ермоген» из серии «Святители московские», первая из многих книг братства, посвященных священномученику Ермогену. Одна из книг, которую мы издали с Божьей помощью, это книга «Патриарх Ермоген». Очень пространное описание его жизнедеятельности, жития и его трудов. В том числе опубликованы те материалы, которые раньше находились в музеях и библиотеках. Одна из задач нашего братства – это прославление памяти святителя Ермогена, патриарха Московского. Был издан ряд книг авторитетных церковных авторов – Ефрема Сирина, Григория Богослова и других. Самым специализированным изданием братства стала брошюра «Что нужно знать о лампадном масле», пережившая с 2004 года не одно переиздание и пользующаяся неизменным спросом читателей. В 1997 году произошло событие, которое проложило новую веху в истории братства. Оно стало первым серьезным поставщиком настоящего медицинского фармакопейного масла, которое по своим свойствам идеально подходит для использования в лампадах. До этого на так называемом рынке было очень много масел в качестве лампадных применяемых, но это были в основном отходы от нефтемаслопроизводства. Эти масла, конечно, имели запах, они забивали фитили, портили иконы, коптили и так далее, и так далее. И вот этой темой мы уже занимаемся почти 20 лет, темой лампадного масла. И уже преуспели в этом. К 2000 году братство стало самым большим поставщиком чистого лампадного масла в России. Среди постоянных покупателей Свято-Введенская Оптина Пустынь, Свято-Троицкая и Сергиева Лавра, Свято-Елисаветинский монастырь в городе Минске, Покровский Ставропигиальный монастырь в Москве и многие другие. Соответственно, мы сейчас развиваем интернет-магазин наш на сайте yermogen.ru. Если вы наберете, например, в системе поиска лампадное масло, вы увидите братство Ермогена. Чему мы очень рады, что мы все-таки убедили людей, что масло должно быть чистым.
Традицией братства священномученика Ермогена стало оказание помощи нуждающимся, многодетным семьям, одиноким старикам, раненым военнослужащим, заключенным, тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Мы помогаем заключенным. В тюрьмах есть люди, которые ходят в храм, в импровизированные, так скажем, приходы внутри исправительных колоний. Им требуется постоянно и лампадное масло, и свечи, и иконы. Вот. Они пишут нам письма, бумажные письма, в наше время это уже редкость. Вот. Мы на них отвечаем посылками, вот, в которых как раз все то и содержится, что им нужно. Также была создана братская волонтерская команда. Раз в месяц члены братства выезжают туда, где нужна конкретная деятельная помощь. Мы стараемся помогать друг другу. У нас очень дружный коллектив, и раз в месяц мы стараемся выезжать и помогать одной из семей конкретного сотрудника. То есть всегда есть какие-то нужды по ремонтным работам или на садово-огородном участке. Вот, мы выезжаем, собираемся, общаемся еще с друг другом и помогаем, тем самым творив доброе дело. В братстве священномученика Ермогена обращение друг к другу братья и сестры не просто слова, а истинное определение отношений членов братства между собой. Совместные паломнические поездки, встречи с интересными православными людьми, священниками, писателями, музыкантами, поездки на природу и занятия спортом стали хорошей традицией. Братство священномученика Ермогена стремится к тому, чтобы каждый сотрудник воспринимал свою работу как личный вклад в процветание православия в России. У братства священномученика Ермогена много новых планов и проектов. Его сотрудники надеются, что с благословения Божьего и молитвами всех друзей братства и дальше будут вносить свою небольшую лепту в дело возрождения и становления России, русской церкви и русского народа.